Всем привет! Уверен, вы знаете, что это за средство у меня в руках. Это Токанол. Оно используется для полировки, заглаживания изнаночной стороны кожи бахтермяной и ее торцов. Средство это очень нашумевшее, появился большой ажиотаж. У нас в Украине даже временами бывает дефицит, то есть его негде купить. Из-за этого многие начали пытаться придумать формулу Токанола, разгадать ее, мешали ПВА с разными компонентами, но особо достойных каких-то результатов мы так и не увидели. И спустя какое-то время было разработано средство, которое действительно может конкурировать с Токанолой и которое я сегодня вам представлю на своем канале. Называется оно Beargraft Gum. Оно не такое вязкое, как Токанолы. Вот более жидко. И до того, как мы его перемешаем, еще могут выступать на поверхности какие-то как точечки, пузырьки, не знаю. Перед использованием обязательно нужно его размешать хорошенько. Понятное дело, что никто не даст точную формулу этого средства. В состав входит восковая дисперсия, карнобский воск, ПАВ и отдушка. Отдушка, насколько я понимаю, это ароматизатор, которого не пожалели, и средство очень так сильно пахнет. Если с воском все понятно, то ПАВ вызвал у меня некие вопросы, и я загуглил. Значит, эти элементы, они используются в косметологии, в шампунях и так далее. То есть люди применяют их в своей жизни, как бы, и эти средства всегда касаются нашей кожи. Вот. Но нашел несколько статей, где говорится, что ПАВ, они бывают и вредны в зависимости от своей агрессивности. Поэтому данное средство, его можно наносить руками, но я бы рекомендовал все-таки использовать какие-то специальные инструменты для того, чтобы уберечь себя и свою кожу. Возможно, допустим, у людей, у которых есть какая-то аллергия на определенные элементы, на состав данного средства. У Beargraft Gum есть даже некие преимущества над Токанолой, о которых я скажу чуть позже, а сейчас покажу, как с этим средством работать и как оно ведет себя на разных типах кожи. Возьмем два образца. Красный – это растишка, такой рыжеватый – это хромка. Что нам нужно? Перед тем, как начать работу, средство нужно очень-очень хорошо расколотить. Средство наношу таким вот шпательком. Здесь вот определенное количество нанес то, что осталось у нас на палочке от перемешивания. Значит, этот гум, он наносится, в принципе, очень экономично. Сразу чувствуется, что вот он проникает в изнанку кожу. Даже, в принципе, даже вот этого шпателька хватает для того, чтобы загладить изнанку. Значит, нанесли шпательком, изнанка уже получается заглажена, то есть даже без каких-либо усилий. И потом берем, к примеру, стекло или тот же сликер и заглаживаем. В нанесении этого средства есть определенная особенность. То есть его, если сравнивать с другими какими-то подобными средствами, Токанолы, клейка МЦ, то там с каждым как бы движением у нас сликер идет все легче, как бы плавнее по поверхности. Здесь немножко иначе. Само средство, пока оно еще не высохло, оно вот чуть-чуть липнет. Из-за этого есть такие как бы затруднения, нужно приложить усилия определенные к сликеру, чтобы это все заполировать. После того, как средство высыхает, у нас получается гладкая, ровная поверхность, именно вот такая вот скользящая, как и с другими средствами. То же самое проделываем и на хромке. Набираю гум. Вот, наносим на участок, где нам нужно. Как вы видите, его еще много на шпателе остается. То есть нужно, в принципе, этого средства очень мало для того, чтобы заполировать поверхность. После того, как заполировали, средству нужно дать высохнуть. Сколько сохнуть, это все зависит от ваших условий, температуры, климата. В общем, как я проверяю, что уже все готово, просто коснулись рукой. Если поверхность не прилипает к рукам, значит все уже готово. Теперь результат можно уже сравнить с теми образцами, которые я не заглаживал. Значит, возьмем растишку. Получается поверхность заглаженная. Она немножко вот потемнела, как видите.
Поверхность, она не липнет. Хромка тоже, она получается потемнела. Понятное дело, что сам результат на хромке, он не настолько хорош, как на растишке, из-за того, что вот более крупный ворс, он не раскисает в таких средствах, да, они как бы, эти ворсинки, они приклеились, вот если сравнивать, допустим, вот без средства и с этим средством. То есть ворсинки уложились, они приклеились, но все же видно вот точечные эти волоски, которые вклеены, да, а на растишке мы этого ничего не видим, потому что оно превращается в однородную массу. То же самое происходит, в принципе, и с токанолом. Теперь покажу вариант применения на торце. Специально выбрал ременную кожу, чтобы было более заметно этот эффект. Для нанесения на торцы есть у них такие удобные бутылочки с дозатором. Перед тем, как наносить, я его взболтал. И можем наносить. Наносить лучше очень мало. Это я даже переборщил. Вот. И обрабатываю сликером. Как видите, очень много средства просто уходит к нам, к примеру, на лицевую или на изнанку. Поэтому лучше наносить поменьше этого средства. Но что еще заметил? При том, допустим, что оно попадает, к примеру, на ту же лицевую поверхность, ничего как бы не окрашивается, ничего не остается. Ну, по крайней мере, с этим вот бесцветным. Никаких пятен на коже не оставалось. Уже тестил на Бутера. Так, смотрим на результат. С торцом тоже, в принципе, все в порядке. Если брать, вот, допустим, не заполированный, вот он выглядит таким образом. И вот заполированный. И теперь преимущество, которое, на мой взгляд, выделяет это средство из подобных, мы можем менять его оттенок с помощью вот таких вот колоров. В зависимости от пропорций, в которых мы смешиваем этот колор и бесцветный BR Craft Gum, вот, мы получаем какой-то определенный цвет, какой-то определенный оттенок. У меня нет специальной посуды, потом нашел вот такие формочки у жены на кухне. Вот, значит, будем мешать мы красный цвет. Вот есть у меня красная кожа, которая с изнанки не окрашена, и попробуем задать ей какой-то красный оттенок. Берем красный колор, он похож как гуашь, в общем, он не выливается, и нужно немножко помочь. Вот определенное количество сдать нашу ячейку. Выдавили, и теперь добавляем уже бесцветного. Так, и перемешиваем. Вот что-то получилось. И теперь размазываем. Так, смотрим, что получилось. Изнанка у нас окрасилась, и при этом окрасилась довольно-таки равномерно, красиво. Оттенок, ну как бы все совпало. Я думаю, если добавить больше просто бесцветного, да, то цвет будет, ну, не такой насыщенный. В общем, чтобы добиться еще каких-то оттенков, можно, я так понимаю, мешать эти колоры. Вот. Набор колоров у них продается отдельно, средства отдельно. Все варианты мы с вами протестировали, теперь можно подвести итоги. Что касается недостатков. Серьезных недостатков у этого средства я не заметил. Единственное, на что стоит обратить внимание, это на то, что оно липнет до момента высыхания. С одной стороны, это недостаток, с другой стороны, мы понимаем, что в составе есть какое-то клеящее вещество, которое в итоге будет держать наш ворс в склеенном вот таком заглаженном состоянии. Что касается преимуществ, ну, основной как бы положительный момент это то, что средство уже работает, оно дает тот результат, который нам нужен, укладывает бахтарму как на растишке, так и на хромке, в принципе, показывает достойный как бы результат. И второй
момент положительный и как бы преимущество перед остальными подобными средствами, это то, что данное средство можно окрашивать, используя специальные колоры, задавать оттенок. Понятное дело, что мы не достигнем того цвета, в который у нас окрашена кожа, но хотя бы это дает некую свободу. Мы выходим за вот эти ограничения, там бесцветный, коричневый, черный. У нас теперь есть возможность получить другие оттенки, которые нам больше подходят, к примеру, в изделии. Если у нас кожа с поверхностным окрашиванием, то, конечно, чтобы это все более гармонично смотрелось в изделии, нужно торцы и изнанку окрашивать в какой-то хотя бы приближенный цвет, оттенок. Так что рекомендую это средство, протестил уже на нескольких своих изделиях и, в принципе, всем доволен. Надеюсь, видео будет полезным, ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.